Сегодняшняя история о проклятом бриллианте, который принес немало страданий его владельцам. Голубой красавец, вокруг которого так много легенд и слухов. Бриллиант под названием Хоп или Надежда. Но для начала предлагаю окунуться в прошлое и узнать историю появления этого загадочного камня. И понять, действительно ли камень был проклятым. Все началось в 17 веке в Индии, где был добыт уникальный крупный алмаз голубого цвета. В 1650 году этот камень приобрел известный искатель драгоценностей Жан-Батист Тавернье. Легенда гласит, что алмаз был похищен из индуистского храма со статуей богини Ситы, за что жрецы прокляли его, обрекши всех будущих владельцев на несчастье. Однако, вопреки этим рассказам, Тавернье прожил довольно благополучную жизнь, возможно, потому что довольно рано избавился от камня и продал его во Франции, и не абы кому, а самому королю Франции Людовику XIV. Согласно одному из отчетов, Людовик приказал королевскому ювелиру Жан-Питану сделать ему украшение на память. И Питан работал 2 года, в результате чего получился драгоценный камень треугольной формы весом 69 карат, размером с голубиное яйцо. Этот камень стал называться «Голубой француз». Камень, оправленный в золото, был настолько прекрасен, что, отражая свет, переливался голубовато-серыми лучами. Людовик XIV носил его во время церемоний, сделав символом королевской власти. В сердце бриллианта ювелир изобразил солнце 7 гранями. Дело в том, что солнце было эмблемой короля, а 7 – это число, которое указывает на божественность и духовность. Но вернемся к проклятиям. У короля Людовика XIV была любовница – мадам де Монтеспан. Она приметила алмаз и очень хотела, чтобы король подарил ей камень. Но желание не успело исполниться, так как в том же году она утратила расположение короля и удалилась в парижскую женскую обитель, которую сама же и основала, и умерла там забытой. Но это было только начало всех несчастий. Проклятие напомнило о себе уже в 1715 году, когда по случаю визита посла персидского шаха король Франции показал ему алмаз, чтобы тот убедился в его безвредности. Людовик XIV умер в том же году, а с его смертью стали распространяться слухи, что камень действительно приносит несчастье. Следующим владельцем стал Людовик XV. Он украсил голубым французом подвеску для ордена Золотого Руна, добавив бриллианты и шпинель. Несмотря на изысканность украшения, сам он почти не носил его, что, возможно, спасло его от бед. После смерти Людовика XV бриллиант перешел в собственность его внука Людовика XVI, чья жена, королева Мария Антуанетта, любила использовать многие драгоценности французской короны для личных целей. Например, она любила помещать отдельные камни в новые оправы, но голубой француз остался нетронутым. Как-то Мария Антуанетта решила одолжить камень на некоторое время принцессе Ламбальской, которая впоследствии была зверски убита руками толпы. Ее смерть также приписывают голубому бриллианту. В 1792 году камень, наряду с другими украшениями, был украден. В то время как Людовик XVI и его семья были заключены в тюрьму во время ранних этапов правления террора французской революции, воры ворвались в королевскую усыпальницу и похитили большую часть драгоценностей короны в ходе 5-дневного грабежа. Как известно, Людовик XVI и Мария Антуанетта погибли на гильотине. Эти обезглавливания обычно называют результатом проклятого бриллианта. На этом судьба голубого француза трагично обрывается, и после того, как его украли, многие десятилетия о нем ничего не слышали, пока в Великобритании не появился камень, который удивительным образом был похож на голубого француза, только он был намного меньше по размеру. Уже сейчас доказано, что это был тот же бриллиант, который был переогранен, превратившись в бриллиант Хоп, Надежды, по имени его владельца, британского аристократа Генри Филиппа Хоупа. В одном из отчетов было высказано мнение, что огранка была работой на скорую руку, поскольку она отрезала 23,5 карата от более крупного камня, а также нарушила его необыкновенный блеск. В конце XIX века алмаз Хоп перешел по наследству сначала к старшему внуку, а затем к дочери внука Генриетте, которая вышла замуж уже за другого Генри, Пэлем Клинтона, 6-го герцога Ньюкаслского. Таким образом, камень оказался в новом семействе. Уже сын Генриетты и Генри, лорд Фрэнсис Хоп, стал новым обладателем камня. Однако и его постигла злая участь. Во-первых, он разорился и был вынужден продать бриллиант британскому ювелиру. А во-вторых, его постиг неудачный брак с актрисой Мэй Йозе, которая неоднократно пыталась извлечь выгоду и обвиняла драгоценный камень в своих несчастьях. Она пыталась заработать на этом славу и деньги, и даже уговорила кинопродюсера Джорджа Кляйна поддержать ее 15-серийный сериал «Тайна бриллианта Хоупа». Но проект не был успешным.
Тем не менее, она так и не стала популярной актрисой, не повезло ей и в семейном счастье. Умерла она почти в нищете. И вот оно снова проклятие бриллианта. После этого камнем владели разные люди, включая даже турецкого султана Абдул-Хамида II. Однако и его постигла неудача, ведь он был вынужден отречься от престола. После того, как алмаз прошел через руки нескольких владельцев, в 1910 году его наконец приобретает за астрономическую сумму в 550 тысяч франков ювелир Пьер Картье. Камень и так уже имел дурную славу, но Картье решил использовать это в свою пользу, еще больше распространив слухи о проклятом камне. И эта тактика сработала. Алмаз стал предметом желания среди богатых и эксцентричных клиентов. Следующей владелицей стала Эвелин Уолш Маклин, супруга издателя Вашингтон-Пост Эдварда Маклина. Но и здесь беды не заставили себя ждать. Во-первых, их брак распался, Эдвард страдал психическими заболеваниями и умер в возрасте чуть более 50 лет, а сама Эвелин, разорившись, скончалась от пневмонии. После ее смерти камень перешел ювелиру Гарри Уинстону, одному из самых известных мастеров своего времени. Он известен своими алмазными балами в США и за их пределами. В ходе этих красочных шоу о бриллианте узнало очень много людей. Однако в 1958 году Уинстон неожиданно решил попрощаться с камнем, то ли из-за опасений, связанных с его репутацией, то ли из-за его ненужности. Так или иначе, он передал бриллиант почтой Смитсонскому институту. С момента, как Смитсоновский институт стал владельцем этого драгоценного камня, проклятие, кажется, утратило свою силу. Когда одного из кураторов спросили, не принес ли камень бед Национальному музею, он лишь заметил с улыбкой, что бриллиант принес исключительно удачу, помог создать коллекцию драгоценных камней мирового уровня и значительно увеличил интерес посетителей. Возможно, камень наконец нашел свое место, и череда несчастий наконец прекратилась. Или нет? А как вы думаете, был ли камень действительно проклятый? Или череда трагедий и неудач его владельцев – это лишь результат их собственных поступков и судьбы?